Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по азербайджанским дипмиссиям в Украине. В Вашингтоне нашли ключ к миру в Украине. Говорят, что он находится у Пекина. Достаточно одного звонка. Зеленский объяснил, почему не получается договориться с Путиным Рубио уже в Словакии, а совсем скоро летит в Будапешт. Трамп все больше и больше склоняется к военной операции против режима Аятолл в Иране. Европа обвиняет Россию в отравлении Навального химическим оружием и грозит за это новыми санкциями. На МКС прибыл новый экипаж. Земля разверзлась. Гигантская воронка поглощает сельскохозяйственные угодья. Об этом и не только. Подпишитесь. Время начать. Соединенные Штаты готовятся к возможному затяжному конфликту с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По их данным, в случае, если переговоры зайдут в тупик и президент Дональд Трамп отдаст приказ об ударе, военная операция может продлиться несколько недель. Источники утверждают, что потенциальные удары могут быть направлены не только по ядерной инфраструктуре Ирана, но и по государственным и силовым объектам. В Вашингтоне ожидают ответных действий Тегерана, включая атаки по американским базам и кораблям в регионе, что способно привести к цепочке взаимных ударов и широкой эскалации. Эксперты предупреждают о высоких рисках. Иран располагает значительным ракетным арсеналом, а конфликт может стать крупнейшим на Ближнем Востоке за последние десятилетия. Параллельно Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усиление экономического давления на Тегеран. Прежде всего через контроль экспорта иранской нефти в Китай, на который приходится основная часть поставок. При этом позиции Вашингтона и Тель-Авива различаются. Нетаньяху считает сделку с Ираном невозможной, тогда как Трамп допускает шанс на соглашение. В ближайшие дни спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены участвовать в переговорах в Женеве. Сначала с представителями Ирана при посредничестве Омана, затем в трехстороннем формате с Россией и Украиной. На Мюнхенской конференции по безопасности возможность и, по мнению некоторых участников, необходимость военной операции против режима Аятолл в Иране прокомментировали сенатор-республиканец Линдси Грэм и наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви. Линдси Грэм заявил, что если дипломатические усилия не приведут к результату и Тегеран продолжит продвигаться к созданию ядерного оружия, силовой вариант останется на столе. Реза Пехлеви, в свою очередь, подчеркнул, что ключевой вопрос – не только ядерная программа, но и сам характер режима. Он призвал международное сообщество поддержать демократические перемены в Иране. Вот что я считаю. Они слабее, чем когда-либо с 1979 года. Это режим с американской кровью на руках. Это большой дестабилизатор региона. Это религиозная теократия, которая, если бы могла получить ядерное оружие, использовала бы его для достижения своих религиозных целей, которых 3. Очистить ислам, уничтожить еврейское государство и прийти за нами. Гитлер написал книгу. Он хотел убить всех евреев. Никто ему не поверил. Я считаю, что Аятолла и его режим, а не иранский народ, религиозные фанатики, религиозные нацисты. Гитлер хотел расу господ. Они хотят господствующую религию. Почему я это упомянул? С этими людьми вести переговоры, на мой взгляд, невозможно. Они полны решимости воплотить религиозную программу, которая учит их лгать, учит их разрушать во имя Бога. Президент Трамп сказал нечто, что, возможно, будет лучшим его высказыванием или, может, худшим. Когда его спросили, что должны делать протестующие, продолжать протестовать. Это исходило от человека, который искренне в это верил. Это не был продуманный ответ. Рональд Рейган пошел к Берлинской стене, и мы до сих пор об этом говорим. Он не сказал: «Вы не могли бы опустить стену?» Он сказал: «Снесите ее». Это было ясно и кратко. Президент Трамп дал ответ: «Продолжайте протестовать. Помощь уже в пути». А через несколько дней он сказал, что пришло время нового руководства в Иране, потому что Аятолла и его окружение – плохие люди. Если объединить все 3 высказывания, то мы видим президента, который стоит на стороне народа. Вы поддерживаете смену режима? Да, полностью. Если нет, и вы сумасшедший. Военную смену режима? Да, я поддерживаю людей, которые хотят жить в стране, где их дочь не будет убита. Если мы сейчас отступим, это будет самая большая ошибка, которую мы сделали. Хуже, чем красная линия в Сирии. Хуже, чем Афганистан. Нельзя говорить: «Продолжайте протестовать. Мы вас поддержим. Помощь в пути и ничего не делать». Именно поэтому я уверен, что президент Трамп добьется результата, соответствующего этим 3 заявлениям – дипломатическим или военным путем. Я думаю, причина в том, что, во-первых, мобилизация усилий для этого – дело непростое. Нужно учитывать множество аспектов. Но самое главное, я думаю, президент Трамп понимает, что ему нужно убедить весь мир в том, что он предоставил дипломатическому решению или дипломатическим усилиям максимальный шанс.
Мы должны посмотреть, насколько иранцы со своей стороны готовы согласиться на то, что от них требуется. Я не вижу большой вероятности того, что они хотя бы приблизительно согласятся с заявленными требованиями. Тогда можно сказать: смотрите, дипломатическими средствами нам не удалось этого добиться, поэтому теперь мы можем двигаться дальше без этого. На площади Терезиенвизе в Мюнхене собрались около 250 тысяч иранцев. Это одна из крупнейших акций иранской диаспоры за последние годы. Люди приехали из разных стран Европы, чтобы выступить против нынешнего режима в Иране и поддержать наследного принца в изгнании Резу Пехлеви. На митинге также выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. В своей речи он заявил, что режим аятолл не имеет права на существование. Его слова толпа встретила одобрительными криками и овациями. Я выбираю иранский народ вместо аятоллы-убийцы. Пора ему уходить. Сделаем Иран великим снова, выбрав народ, а не аятоллу. Сделаем Иран великим, поставив народ во главе страны. Да благословит вас Бог. Иран снова будет великим с народом во главе. Помощь уже в пути. Данным полиции Мюнхена, несмотря на масштаб, около 250 000 человек, акция прошла спокойно и без серьезных инцидентов. В толпе можно было увидеть и плакаты с изображением Дональда Трампа. Однако основным посылом митинга стали требования свободы, справедливости и политических перемен в Иране. Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай располагает рычагами, способными повлиять на ход войны, которую Россия ведет против Украины, поскольку Пекин имеет экономические и политические инструменты давления на Москву. Эта война должна закончиться. Эта бойня должна закончиться. Почти непостижимо, сколько жизней и страданий переживают украинцы. Особенно, когда Россия атакует их энергетическую инфраструктуру. Я имею в виду, это ужасно, что происходит. Мир должен встать на защиту. Но вы знаете, что эта война полностью поддерживается Китаем. И Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра же, прекратив продажу его технологий двойного назначения. Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мюнхене в конце второго дня Международной конференции по безопасности. Зеленский выразил надежду, что консультации будут предметными и результативными. При этом он подчеркнул, что от Киева слишком часто требуют уступок, тогда как давление на Москву остается недостаточным. Президент Украины также обвинил российскую сторону в затягивании процесса. По его словам, Москва вновь меняет руководителя переговорной группы, возвращая к роли главного представителя Владимира Мединского, что, по мнению Киева, откладывает принятие ключевых решений. Во вторник и среду в Женеве ожидается встреча делегаций Украины, России и Соединенных Штатов. Накануне Зеленский также провел переговоры с представителями Дональда Трампа, Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили позиции после консультаций в Абу-Даби. А вот как Владимир Зеленский обозначил позицию Киева по поводу территориальных требований Москвы на неоккупированную часть Донецкой области. Они говорят: вы видите, мы много сделали, а вы поднимаете только один вопрос – территориальный вопрос и, собственно, определенные уступки или обмены. Я сказал, возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят – это Донбасс. Донецкая область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, потому что иногда мы думаем, что это для общества, а может быть для самого себя. Это победа для него самого. Я не уверен, что он думает о том, как что-то можно продать обществу, потому что он может это сделать в любой момент. Он так делал последние 30 лет. Именно поэтому мы не можем просто вывести войска с нашей территории или обменять нашу территорию один кусок на другой. Это что-то совершенно безумное. В Мюнхене на полях конференции состоялась отдельная встреча президентов Украины и Азербайджана, Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Накануне азербайджанский лидер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Баку рассматривает обстрел своего посольства в Киеве со стороны России как недружественный шаг. По его словам, дипломатическое представительство Азербайджана в Украине подвергалось ударам трижды. После первого инцидента в Баку допускали, что это могло быть случайностью. Однако затем российской стороне передали точные координаты всех азербайджанских объектов – посольства, консульского отдела и культурного центра. Несмотря на это, последовали еще 2 удара. Ильхам Алиев подчеркнул, что произошедшее выглядит как целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана.
В центре Мюнхена тысячи человек вышли на демонстрацию против проведения 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Участники акции собрались с плакатами «Остановим это вооруженное безумие» и призвали европейские страны отказаться от наращивания военных бюджетов и гонки вооружений. По словам организаторов, форум все больше превращается в площадку для военного соперничества, а не для поиска дипломатических решений. Я считаю, что страны НАТО в Европе стремятся играть роль великих держав в новом многополярном мире. В результате они расширяют и готовят свои вооруженные силы. Мы считаем, что это неправильный путь. Протестующие утверждают, что усиление военных программ лишь увеличивает риски конфликта и подталкивает государство к эскалации. Как и в прошлые годы, мы протестуем против так называемой Мюнхенской конференции по безопасности, которая на самом деле разжигает войны. Расширение вооруженных сил никогда не приносило мира. Это ведет к гонке вооружений и огромным рискам войны. Организаторы акции потребовали сокращения военных расходов и возвращения к принципам коллективной безопасности, основанной на международном праве. По данным полиции, демонстрация прошла мирно. Госсекретарь США Марко Рубио уже покинул Мюнхен и прибыл в Братиславу в рамках своего европейского турне. В аэропорту словацкой столицы его встретил министр иностранных дел Юрай Бланар. В повестке энергетическое сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО. Однако главным продолжением поездки станут встречи в Венгрии. Из Братиславы Рубио направится в Будапешт, где будут говорить о региональной безопасности, позиции Венгрии по Украине и трансатлантическом сотрудничестве. Примечательно, что визит пройдет на фоне обострившихся отношений премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского. России могут грозить новые санкции за использование химического оружия после публикации результатов расследования гибели Алексея Навального. Ученые из 5 европейских стран заявили, что в образцах биоматериалов политика обнаружен токсин эпибатидин, сверхопасное вещество, которое встречается в природе только у южноамериканских ядовитых древесных лягушек, в частности, у пятиполосого древолаза. По словам представителей стран, проводивших исследования, лабораторные анализы убедительно подтверждают присутствие этого яда. Союзники рассматривают выводы экспертов как основание для возможных ограничительных мер в отношении Москвы. Российские власти причастность к гибели Навального отрицают. Экспертам из наших стран удалось выяснить, как был отравлен Алексей Навальный, и это чрезвычайно важно для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она делала, и чтобы продолжать разоблачать ее непрекращающуюся ложь. И теперь мы передадим эту информацию в организацию по запрещению химического оружия, которая является организацией по предотвращению применения химического оружия. И это еще один способ усилить давление на Россию. Я думаю, эти доказательства продемонстрировали презрение, которое российское правительство испытывает к собственным гражданам. Его готовность использовать самые опасные и смертоносные токсины, а также его попытку заставить замолчать собственных граждан и любую оппозицию самыми варварскими способами. Отравление Навального должно иметь последствия. Именно к этому теперь должны быть привлечены ответственные органы, и поэтому мы также проинформировали генерального директора организации по запрещению химического оружия о наших выводах. 2 года назад Алексей Навальный умер в российской исправительной колонии. Мы сразу же выразили подозрение, что он был убит. Сегодня, ровно через 2 года после его смерти, мы вместе с 5 другими странами предоставляем доказательства того, что он был отравлен. 4 другие страны, включая Францию, продемонстрировали посредством детальных анализов, проведенных в специализированных лабораториях, что ему был введен яд, который весьма вероятно и привел к его смерти. 4 астронавтов прибыли на Международную космическую станцию для 8-месячной научной миссии. Экипаж добрался до орбиты на корабле Dragon Freedom после запуска ракеты SpaceX с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 13 февраля. Экспедиция получила название Crew-12 и стала 12-й длительной миссией НАСА на МКС с использованием кораблей компании Илона Маска, которые доставляют астронавтов с 2020 года. Командиром экипажа стала опытная астронавтка и морской биолог Джессика Меир. Это ее 2-й полет на станцию. Почти 7 лет назад она вместе с Кристиной Кох совершила первый в истории полностью женский выход в открытый космос. В состав Crew-12 также вошли новичок, бывший пилот ВМСС Аджек Хэтэуэй, французский астронавт Европейского космического агентства София Дено и российский космонавт Андрей Федяев, для которого это уже 2-я экспедиция на орбиту. На станции их встретили 3 действующих членов экипажа: астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев.
Миллионы километров, сопоставимые по длине с футбольным полем, остается крупнейшим искусственным объектом на орбите и управляется международным консорциумом при участии Соединенных Штатов, России, Канады, Японии и европейских государств. В индонезийской провинции Ачех гигантская карстовая воронка стремительно расширяется и уже поглотила около 3 гектаров сельхозугодий. Больше всего пострадал центральный Ачех. Здесь провал разрезал поля в районе Кетол, уничтожив фермы и повредив дорогу. Съемка с дрона показывает обрывистые края и трещины, которые продолжают увеличиваться. Фермеры говорят, что теряют единственный источник дохода. Мы очень надеемся, что правительство выплатит нам компенсацию или предоставит другую землю. Наша земля уничтожена. Мы больше ничего не можем сажать. Неизвестно, сможем ли что-то посадить в следующем году. Здесь нет камней, только рыхлая почва. Когда происходит обвал, раздается грохот, как при землетрясении. Вчера до края было около 15 метров, сегодня уже от 10 до 11. Просим власти не откладывать решения. Здесь работают сотни людей. Геологи объясняют, туф и песчаные породы легко впитывают воду, что делает склон нестабильным. Власти связывают ускорение процесса с наводнением в конце 2025 года. После наводнения движение грунта резко ускорилось. За 2 месяца провал расширился быстрее, чем за предыдущие 13 лет. Чиновники уже передали данные о потерях в центральное правительство и ожидают рекомендаций по помощи пострадавшим. Эксперты предупреждают, если не контролировать поток воды, воронка может продолжить расширяться, угрожая домам и плантациям. В Бразилии стартовал сезон карнавалов. Перед главным событием в Рио-де-Жанейро, где на улицы выйдут около 1,5 миллиона человек, праздники уже охватили десятки городов страны. В этом году организаторы сделали акцент на теме защиты природы, богатстве бразильской флоры и фауны и призыве к отказу от ископаемого топлива. В Ресифе тысячи людей собрались на мосту мост Дуарте-Коэльо, чтобы отметить традиционный карнавал Гало да Мадругада – петух рассвета. Над толпой возвышалась гигантская 30-метровая фигура петуха. Улицы заполнили яркие костюмы, платформы с артистами, живая музыка и танцы, ставшие символом культурного разнообразия страны. В самом Рио прошел и необычный парад Блакау-да-Бара. Его участниками стали не только люди, но и их домашние питомцы. Собаки дефилировали в костюмах принцесс, футболистов, динозавров, супергероев и даже хот-догов. Семьи приходили вместе, чтобы отпраздновать события, а некоторые четвероногие участники даже выходили на сцену, демонстрируя свои образы. Впереди парад победителей и знаменитые многочасовые шествия школ самбы, которые традиционно станут кульминацией бразильского карнавала.